И всем снова здравствуйте, катанчики! В эфире, как всегда, мы, Live Games. И сегодня мы вам расскажем о самых интересных новостях прошедшей недели в IT-сфере. Погнали! IBM продемонстрировала то, о чем другие производители чипов пока могут только мечтать. Прототип 2-нанометрового процессорного чипа собственного производства. Размером примерно с ноготь, на нем уместилось 50 миллиардов транзисторов, или же 333 миллиона транзисторов на квадратный миллиметр. Однако в продаже в действии мы их увидим лишь в 2024 году, и то, если все пойдет по плану. Что там вообще за чипы такие? По заявлениям самой компании, их 2-нанометровое детище по сравнению с 7-нанометровыми актуальными чипами на 45% производительнее при том же энергопотреблении, либо же на 75% энергоэффективнее при той же производительности. Однако есть подвох. Как правило, все эти цифры лишь примерны. Указывается пиковая плотность, а реальные показатели могут быть сильно ниже. Связано это с энергопотреблением и нагревом. В данный момент в лабораториях IBM идет работа по оптимизации чипов для их коммерческого использования. А рынки сбыта таких чипов весьма обширны. Тут и сервера IBM Power System, и отрасль искусственного интеллекта, и новейшие мейнфреймы, отказоустойчивые серверы. Также чипы могут впоследствии появиться и в мобильной электронике, например, в ноутбуках. Однако, пока это лишь прогнозы и гадания на кофейной гуще. Поживем – увидим. PS5 вот-вот только вышла, и, находясь в дефиците по причине глобальной нехватки полупроводников, похоже, обзаведется, если не Slim-версией, то обновленной ревизией. По крайней мере, на это указывают разного рода слухи из среды поставщиков и производителей. Так утверждается, что TSMC и AMD в 2022 году начнут производство улучшенного полукастомного процессора AMD на 6-нанометровом техпроцессе. Роста производительности не ожидается по понятным причинам. А вот уменьшение нагрева, а значит и более тихая и стабильная работа, могут быть обеспечены. К тому же, в теории, это может ослабить дефицит из-за расширения ассортимента консолей. По крайней мере, Sony рассматривает все варианты для увеличения продаж. Также Sony официально заявила, что не видит предпосылок для преодоления дефицита и увеличения продаж вплоть до марта 2022 года. Все же на данный момент Sony реализовала около 8 миллионов новеньких консолей, и если бы не дефицит, наверняка продала бы еще больше. Также со старта нового поколения компания смогла продать и 1 миллион PS4. Извечный спор, что же надежнее, SSD или HDD, похоже, закрыт окончательно. Поставщик девайсов облачного резервного копирования и хранения Backblaze опубликовал интересную и подробную статистику, основанную на промежутке с 2013 по 2021 год. Компания и в хвост, и в гриву гоняет свои накопители в качестве загрузочных дисков в серверах, а также для хранения файлов журналов для доступа к системе, диагностики и многого-многого другого. Это означает, что они регулярно читают, записывают и удаляют файлы. В таком темпе HDD ломается в 18 раз чаще, нежели SSD. Однако, если проанализировать ситуацию в целом и посмотреть на весь срок службы, то картина не так печальна, как показалось изначально. HDD выходят из строя в 9 раз чаще, чем SSD. Да, соотношение осталось таким же, не в пользу дисковых накопителей. Однако в их пользу говорит цена и объем. Производство он их отлажено годами работы, а SSD, являясь более совершенным решением, неизбежно становится дороже. К тому же, учитывая майнинговые повестки, SSD могут вообще скоро исчезнуть с полок, тем самым майнеры ввергнут мир в прошлое, где единственным накопителем в компьютере был HDD. К тому же стоит учитывать, что накопитель накопителю рознь, и какой-нибудь дешевенький SSD с дряхленьким китайским ноунейм контроллером памяти и дешевой памятью будет не таким уж и надежным, как проверенный и относительно недешевый, допустим, условный Western Digital Black. За все приходится платить. Например, на сайте eCatalog можно наглядно сравнить цену на типичный накопитель объемом в 1 терабайт, будь то HDD или SSD. Разница, как говорится, налицо. Это удобный сервис, который реально помогает. Все эти диски вы можете найти на сайте eCatalog. Тут можно задать любой параметр, который вам нужен, и уже подобрать себе годный накопитель. Ссылку на сервис я оставляю в описании. Недавно один из авторитетных инсайдеров опубликовал целый ворох подробностей, касающихся новых APU Ryzen 6000 семейства Rembrandt. Новые APU будут основаны на архитектуре Zen 3+, которая станет рефрешем Zen 3 с оптимизацией рабочих процессов и повышением тактовой частоты, а производиться они будут на 6-нанометровом техпроцессе. Это даст рост плотности на 20%
и улучшение энергоэффективности. То есть, возможно, именно они лягут в основу обновленных PS5. Графическое ядро в гибридах будет основано на архитектуре RDNA 2 и с 12 вычислительными блоками и 768 потоковыми процессорами, что на 50% больше, чем в Ryzen 5000G. Также частоты видеоядра могут сильно подрасти, что выльется в дополнительный рост итоговой производительности. Новые APU, естественно, будут поддерживать PCI-Express 4 версии до 20 линий и DDR5 память с частотой 5200 МГц. А еще AMD добавила поддержку новой фичи CVML для более плотной работы с искусственным интеллектом. APU будут доступны только на AM5 сокете. Изначально предполагалось, что процессоры на обновленной архитектуре будут выпущены в конце 2021 года, однако затем сроки релиза были сдвинуты, предположительно для возможности релиза XT версии Ryzen 5000. Поэтому ждать Ryzen 6000G стоит в начале-середине 2022 года. Ну и, пожалуй, на сегодня это все. Мы надеемся, что вам все очень понравилось, и вы свой восторг покажете соответствующим фидбэком. Лайки, подписки, комментарии, колокольчики – все это вы можете протыкать. Не забывайте, что у нас есть еще и паблик ВКонтакте, где постятся новости, мемчики и другая всякая всячина, которой тут нет. Забегайте на огонек. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Live Games.